Рада вас видеть, друзья. Давайте приготовим. Сегодня мы приготовим праздничное блюдо, очень вкусное и оригинальное. Это мясной рулет. Блюдо кажется сложным, но на самом деле готовить его не настолько сложно, как это кажется. Нам понадобится говядина, мякоть. У меня 1 килограмм. Можно брать кусок мякоти от 600 граммов до 1,5 килограмма. Можно брать часть мякоти. Кусок должен быть прямоугольной формы, не очень толстый, примерно сантиметров 6-7, максимум 8. Куриное филе примерно грамм 250. Сыр грамм 100-120. Чеснок примерно 1,5 головки. Арахис грамм 200-250. Предварительно арахис надо поджарить на сковороде или в духовке и очистить его от шелухи. Морковь 1-2 штуки, не толстые морковки. Соль и красный и черный перец в достаточном количестве. Кроме этого нам потребуется духовка и фольга. Итак, мои дорогие, приступаем. Сейчас, мои дорогие, будьте очень внимательны. Даже пересмотрите это несколько раз. Смотрите, у меня кусок 6 сантиметров толщиной. Я должна отрезать верхнюю часть 2 сантиметра. Вот я вам показываю, вот эту 2 сантиметра вверху, но должна дорезать ее не до конца. Примерно 2-2,5, может даже 3 сантиметра я не буду дорезать до конца. Потом, мои дорогие, мы кусок, но я буду вам показывать еще раз, перевернем разрезанным местом вниз, а сбоку у нас тоже будет не разрезанной стороной. Нижней стороной к себе наверх и не разрезанной тоже будет у нас сторона. Она не будет разрезана с этой стороны. Мы также отрезаем 2 сантиметра, разрезаем и не дорезаем также до конца 2-3 сантиметра. Но я вам еще все покажу. Итак, приступаем. Ну вот, я вам показываю, дорогие мои. Мы сделали надрез верхней части. 2 сантиметра. До конца мы ее не разрезали. Оставили мы примерно 3 сантиметра. Теперь вот мы его закрываем. Смотрите внимательно. Переворачиваем, где был низ, теперь вверх. Перевернули, видите? Кстати, хочу сказать, пленки можно не срезать. Они хорошо готовятся, очень даже вкусно. Жилки. Вот теперь, видите, вот тут у нас нет никакого разреза. Ни вверху, ни внизу. И теперь мы будем также надрезать 2 сантиметра вверху, параллельно столу, вот таким образом. И не дорезать до конца. Все понятно? Но вы несколько раз посмотрите, чтобы не испортить. Ну все, начинаем. Смотрим внимательно. Мы надрезали эту часть, показываю вам, не до конца. Вот видите, разрезали. Теперь мы разворачиваем обе части, верхнюю и нижнюю, и раскрываем наш кусочек мяса книжечкой. Накрываем его пленкой и отбиваем. И отбиваем, особенно по центру утолщения. Мы стараемся его заровнять. Потом кусок переворачиваем и отбиваем с другой стороны. Мы уже отбили наш кусочек. Видите, он одинаковой толщины везде стал. Это ваша цель, так его отбить. Теперь посыпаем все и натираем солью, перцем черным и перцем красным. Не жалейте перец, пока мы делаем это с одной стороны. Разравниваем все, весь перец. И теперь берем куриное филе и нарезаем его на тонкие кусочки. Показываю, друзья мои, какие у нас должны получиться слайсы. Вот такие примерно. Теперь берем наш кусок мяса
и будем на него выкладывать куриное филе. Вот примерно вот так вы выкладываете куриное филе. Края оставляете сантиметра по 1,5-2. Теперь берем сыр и нарезаем его тоже тонкими пластинками. Сыр нарезали вот такими тоненькими слайсами. Сейчас этот сыр мы кладем на куриное филе. Вот так мы положили слайсы сыра. Теперь мы берем наши орехи, которые нужно предварительно немного, не до конца, не в пыль измельчить. Теперь берем орехи арахис, жареные, очищенные от скорлупы и немного так измельченные. И равномерно на сыр распределяем. Примерно вот так мы распределяем орехи. Теперь у нас остается морковь, которую мы разрежем на 4 части. Теперь кладем морковь вот так и вторую часть. Вот так они, чтобы узкими частями соприкасались и немножко высовывались из нашего рулета. Теперь мы должны взять большую иголку с большим ушком и толстые нитки. Сейчас вам покажу какие. Иллюстрирую вам вот такие толстые нитки. Вот такая толстая иголка и с такими толстыми нитками. Будем соединять концы нашего рулета и сшивать иголкой. Друзья, показываю, как мы зашили наш рулет. Видите, концы тоже должны быть зашиты обязательным образом, чтобы у вас не вытекал сыр. Теперь мы должны натереть наш рулет с наружной стороны солью, красным и черным перцем. Перца не жалейте. Натерли мы тщательно перцем и солью. А теперь, мои дорогие, вы должны чеснок, долечки чеснока порезать на несколько частей, каждую долечку. Вот так вот, как у нас это сделано. Теперь делаем отверстие в нашем рулете, делаем дырочку и запихиваем туда чеснок. Вот так. И также поступаем с остальным чесноком. Со всех сторон мы это делаем. Показываю вам, как выглядит нашпигованный рулет. Теперь мы берем с вами фольгу. На фольгу, обратите внимание, мои дорогие, швом вверх кладем рулет и заворачиваем его в фольгу. И также швом вверх мы будем класть его на противень. Мы завернули наш рулет. На противень наливаем воду на дно. Противень нужен глубокий. Духовку ставим на 170-180 градусов и среднее время выпекания 1,5 часа. Когда первый раз у вас вода испарится, надо ее долить. Все, наверное, понятно? Все, приступаем. Друзья мои, прошло 1,5 часа. И наш рулет готов. Разворачиваем. Теперь, мои дорогие, надо убрать нитки. Мы вынули нитки. Вот они все нитки. Причем нам не пришлось даже их подрезать. За один кончик захватили и вынули. Это блюдо подают в холодном виде, поэтому его надо охладить, а потом нарезать, подавать. Наше праздничное блюдо готово. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Блюдо очень вкусное, очень ароматное. И казалось, что оно готовится сложно, но поверьте мне, ничего тут особо сложного нет. Зато какое эффектное и какое вкусное ваши гости будут у вас просить это. Ну все, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я надеюсь, до новых встреч, друзья. До свидания, мои дорогие.